Привет! iPhone 6s и 6s Plus – удивительные долгожители. Поразительно, но выпущенный в далеком 2015 году смартфон получил новую iOS 15. Это означает, что телефон все еще рано хоронить. Смартфоны серии 6s на сегодняшний день имеют рекордную поддержку среди всех устройств компании, как минимум 6 лет. И что самое интересное, на скорость работы внесенные новшества в связи с новой iOS никак не влияют. То есть потенциал у серии 6s уникальный. Единственное, что нужно будет сменить со временем у смартфона, это его батарейку. Но давайте обо всем по порядку. Сегодня попытаюсь ответить на вопрос, нужен ли 6s Plus в 2022 году. Стоит ли покупать девайс и кому он пригодится. Подписывайтесь на канал, здесь интересно. Поехали! В наше время производители не только смартфонов, но и прочих гаджетов не заинтересованы в длительной поддержке своих устройств. Логика простая. Чем раньше телефоны будут признаваться устаревшими, тем чаще потребители будут приобретать новые аппараты. Но против этой логики работают несколько факторов. Во-первых, Apple делает довольно качественные телефоны, которые при аккуратном обращении могут проработать и 6, и 7 лет, и даже больше. Об этом свидетельствует статистика перепродаж iPhone на Авито. Во-вторых, в 2017 году компания провела крупный редизайн, изменив внешний вид устройств. This is iPhone X. А многим консервативным пользователям не нравится дизайн десятки и выше серии смартфонов. В этом случае высока вероятность, что фанаты старины либо останутся на своих рамочных iPhone и не будут обновляться, либо перейдут в экосистему Android, у которой выбор смартфонов просто колоссальный. Поэтому Apple оставила один рамочный аппарат для староверов, наверное, с Touch ID в своем магазине. Это iPhone SE 2020 года. Поверьте, это было продуманное с точки зрения маркетинга решение. Кстати, в следующем видео я вам покажу и докажу, почему именно Plus версию покупать по крайней мере выгоднее, нежели новые Pro или Max версии. С учетом того, что вы при такой покупке функциональности не потеряете, а зато сэкономите кучу денег. Но это в следующий раз. При сравнении 6s Plus с iPhone XS Max, поэтому не забудьте подписаться. А вообще, чтобы осознать величие серии 6s, нужно вспомнить, какие еще девайсы выходили 7 лет назад. Например, Samsung Galaxy S6, OnePlus 2, LG V10. Помните вообще такие? Все эти девайсы признаны устаревшими, давным-давно не получают новые версии Android и, скорее всего, уже лежат на помойке. Не это ли показатель? А теперь перейдем к 5 причинам для покупки iPhone 6s Plus. Первая причина – классический дизайн. Девайс имеет кнопку Home с дактилоскопическим сенсором. Польза Touch ID особенно была очевидна во время ношения масок, ведь чтобы разблокировать iPhone с Face ID, нужно было ее снять, а это неудобно. 6s Plus также уникален в том, что он является предпоследним смартфоном Apple с металлическим задником. Напомню, в iPhone 8 задняя панель стала стеклянной, так как в телефоне появилась беспроводная зарядка. В металлических девайсах она не функционирует из-за помех. В чем преимущество и недостаток металлического корпуса? Девайс гораздо крепче в плане падения. Там, где стеклянный iPhone разобьется, 6s Plus получит максимум несколько вмятин. Однако металл, в отличие от стекла, гораздо быстрее собирает царапины. Второе. Сбалансированное железо и ПО. Конечно, для 2022 года iPhone 6s Plus староват, но в качестве устройства для совершения звонков, серфинга в интернете, общения через мессенджеры, фотографирования он вполне сойдет. Да даже игры на нем идут без проблем. Использовать тот же Apple Arcade по подписке за счастье. Потреблять контент на относительно крупном экране удобно, цвета и четкость на Retina матрице отличные. Достать до верхнего края дисплея одним пальцем, держать телефон в руке вполне реально, по крайней мере с моей рукой. Последняя iOS 15 оптимизирована и под эту модель, поэтому критических ошибок и вылетов из приложений просто нет. Третье. Качественная камера. Разумеется, для своего поколения и ценовой категории. iPhone 6s Plus имеет одинарный модуль разрешением на 12 мегапикселей с поддержкой HDR. Камера даже умеет снимать видео в разрешении 4К. Понятно, что аппарат вчистую проигрывает новым айфоном, но в хороших условиях освещенности 6s Plus будет снимать качественные фото и видео.
Четвертое. Наличие уникальных для iPhone фишек. Смартфоны 6s и 6s Plus стали последними аппаратами Apple, если не считать оригинальный SE, которые получили 3,5 мм разъем для наушников. В 2016 году американская компания полностью отказалась от данного интерфейса. Это значит, что на данном девайсе можно комфортно слушать музыку и смотреть видео в дороге или дома без опасений кому-либо помешать громким звуком. Покупать специальный переходник за 1000 рублей или беспроводные наушники не обязательно. Также 6s имеет сенсорный слой 3D Touch, который обеспечивает тактильную отдачу и позволяет управлять приложениями на смартфоне силой нажатия. Удобная штука, как ни крути. Да, ее заменили в будущих девайсах Apple из-за ее дороговизны долгим нажатием, Force Touch, но при сравнении понимаешь, что это не одно и то же. 3D Touch был удобнее. Пятое. Доступный ценник. Сейчас 6s и 6s Plus самые доступные варианты среди всех смартфонов Apple. Их последние партии все еще можно где-то отыскать на распродажах, а если нет, то девайсы в избытке присутствуют на Авито, Юле и прочих торговых площадках. В зависимости от памяти, комплекта и состояния смартфон можно приобрести от 7 до 15 тысяч рублей. Сколько? От 7 до 15 тысяч рублей. Да ты шо, Получается, что этот телефон лучший для поверхностного ознакомления с экосистемой iOS и возможная причина для покупки более нового iPhone в будущем. Как вариант, почему нет? А теперь про ложку дегтя в этом море меда. 5 причин не покупать iPhone 6s или 6s Plus. Первое. Устаревший дизайн. Проблема даже не эстетического, а практического толка. Apple и сторонние производители ПО, мессенджеров, различных сервисов, игр ориентируются на новые устройства. Соответственно, новые версии приложений могут иметь проблемы совместимости со старыми аппаратами. Хотя особых проблем с этим, по крайней мере у меня, никогда не возникало. Как правило, популярные приложения качественно адаптируются под все модели смартфонов, но менее востребованные сервисы могут перестать обновляться под раритетные девайсы. Второе. Слабое железо. Для 2022 года чип Apple A9 и 2 ГБ оперативной памяти просто очень мало. Имейте в виду, что телефон не сможет держать в памяти больше 2-3 приложений. При переключении между ними, например, WhatsApp и какой-нибудь игрой, будьте готовы, что придется подождать загрузки программы. 5 minutes later. Из-за низкой производительности скорость отклика и плавность в приложениях будет значительно ниже, чем в новых аппаратах. Особенно это будет заметно при нагрузке ресурсоемких приложений, сильно разряженном аккумуляторе, жаре или холоде. Третье. Повидавший жизнь аккумулятор. Сама по себе батарея емкостью в 1715 мАч в iPhone 6s или 2750 мАч в iPhone 6s Plus не является очень живучей. Телефона даже с новой батареей хватит на день, если не зависать в устройстве постоянно. Вечером смартфон в любом случае придется ставить на зарядку. Я уж не говорю про деградированную батарею, ее придется заряжать раз в 5 часов. Просто имейте в виду, что в 2022 году вы вряд ли найдете новейший смартфон с батареей в идеальном состоянии. В лучшем случае аккумулятор заменят на новый в сервисном центре. Если батарея смартфона часто греется, а девайс перезагружается или выключается, это означает, что аккумулятору пришел конец. Несите устройство в сервисный центр или меняйте аккумулятор сами. Благо, в сравнении с новыми iPhone это делается не так уж и сложно. В сети немало роликов с подробным описанием замены. Четвертое. Отсутствие фишек, без которых сложно представить жизнь. Например, в серии 6s нет влагозащиты. Хотя прорезиненная прослойка в корпусе есть, но производитель не подтверждает, что она у вас сработает. Это означает, что девайс с большой долей вероятности придет в негодность, если хозяин будет пользоваться им под дождем или уронит в воду. Также телефон имеет матрицу IPS, которая отличается от современных OLED-экранов менее качественной цветопередачей, яркостью и четкостью. А камера устройства не умеет смазывать фон, что полезно при создании портретов, и iPhone 6s не поддерживает быструю зарядку. Пятое. Отсутствие в продаже. Немного притянутый за уши тезис, так как отсутствие аппарата на полках магазинов не вина устройства, но так или иначе в 2022 году iPhone 6s уже почти не продают крупные сети. Аппарат можно найти либо в мелких магазинах, либо на торговых площадках типа Авито. Здесь придется тщательно проверять девайс перед покупкой, так как такие старые смартфоны очень часто имеют критические проблемы. Побитый экран, убитая батарея, царапины на корпусе и прочее. Перейдем к выводам. Я думаю, мы с вами сегодня вместе разобрались, что 6s Plus неплохой смартфон даже для 2022 года, несмотря на его минусы. Нормально. О, нормально.
Но аппарат очень компромиссный и совершенно не подходит любителям новых технологий. Зато это надежный компаньон в простых делах. Он пригодится для совершения звонков, общения через мессенджеры, просмотра видео, фотографирования на базовом уровне. Смартфон будет актуальным еще год, а затем устройство признают устаревшим. На мой взгляд, такой раритетный девайс можно рассматривать для покупки либо нетребовательным пользователям, либо пожилым людям, либо детям. И то, глядя на сверстников, последние будут мечтать о более новом телефоне с набором вау-функций типа мощного процессора и многомодульной камеры. Стоит ли он своих денег, покупать или нет данный смартфон или купить вместо него бюджетный на андроиде, конечно, решать только вам. Я же в свою очередь хотел рассказать о всех аспектах при выборе, поведать о плюсах и минусах данной покупки, которая в 2015 году, напомню, была флагманским решением компании. То есть любой iPhone любого года это все-таки флагман. Поставьте лайк этому видео, если было интересно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать в дальнейшем обзоры и новости технологий. Впереди будет много интересного. Пока-пока.